Всем привет! Как дела? Как настроение? У меня очень бодрое настроение, и я делюсь с вами этим настроением. Хочу для вас приготовить, точнее не хочу, я отдаю очень крутой рецепт скумбрии, который невозможно забыть по вкусу. Это блюдо порвет ваше понимание и вкусовые рецепторы, когда вы его попробуете. Самое главное, это вкусный, качественный продукт, который вы изначально купите. И все у вас получится идеально, прям как у меня. Ну что, погнали! И для этого самого легкого рецепта нам понадобится 2 небольшие морковки общим весом где-то 200 грамм. Нарезаем вот такими полукольцами. Добавим немного растительного масла, буквально немного. Добавим нашу морковку. Я беру свежемороженую скумбрию, так как в южных районах ее практически никогда не... Ну, не практически, ее не бывает, если ее свежую не завезли прямо с вылова. Поэтому используем свежемороженую. Она у меня чуть-чуть подморожена. Для чего это нужно? Для того, чтобы ее легко можно было выпотрошить и сейчас помыть, чтобы убрать вот эту черную всю пленку. Ставим только на медленном огне и помешиваем тщательно и постоянно. Промыли под проточной водой скумбрию, удалили полностью всю черную пленку и нарезаем на вот такие вот стейки. То же самое проделаем со второй скумбрией. Закуска у нас получается вообще недорогая. Добавляем томаты в собственном соку. У меня уже готовые перебитые. Если вдруг у вас томаты не перебиты, желательно это сделать. Сразу заправим нашу начинку, добавим немножко воды. Если у нас было 400 томатов, добавляем 150 воды. Все это тщательно перемешаем. Вода — это как раз ровно тот момент, который должен выпариться из нашего готового блюда и придать естественный вкус нашему блюду. Добавляем свежемолотый перец, конечно же морскую соль, 2 чайные ложки сахара. Томим всегда на медленном огне, ни в коем случае, никогда, ни при каких условиях не ставим большой огонь. И помните, когда вы готовите, вы всегда пробуйте на вкус. То есть вы должны отталкиваться на вес, но, честно говоря, нужно готовить всегда, пробуя конечный результат. Потрясающе. Обратите внимание, как только у вас начнет кипеть, мы начинаем закидывать нашу рыбку. Закидываем вот таким вот образом. Делаем это все красивенько, с любовью. Вы же для себя, для любимых готовите. Поверьте, эта закуска станет украшением и вашего стола, и ваших кулинарных качеств. Это очень вкусно, это очень легко делается. Минимум времени по подготовке, но очень крутая заготовка на любой стол. Как на праздничный, так и на повседневный. После того, как мы закинули рыбу, температура чуть-чуть упала соуса. Но когда он закипит, начнет бурлить, накрываем крышкой и томим в течение 25 минут после закипания. Спустя 25 минут я снял с огня, дал отдохнуть 10 минут. И теперь покажу, что у нас получилось. Оп. Смотрите, как красотища. А теперь, смотрите, как внутренняя часть. Теперь все это можно положить прямо на бутерброд, прямо с этим соусом. А теперь пробуем это вкусное блюдо. Это просто отвал башки. Ребят, это очень вкусно. Просто не передать словами. А теперь дам рекомендации, которые нужны для того, чтобы приготовить вкусную скумбрию в томате. Первое и самое главное, правильно выбрать скумбрию. Потому что если она будет разваливаться, это будет невкусно, это будет пюреобразно.
Ну, допустим, если вы так любите, ничего страшного. Но помните всегда, чем лучше продукт, чем выше его качество, тем вкуснее на столе у вас блюдо получается. Второй момент – это томаты. Томаты, если вы выбираете дешевые, они очень кислые. Там добавляется уксус, благодаря чему блюдо становится кислым. Поэтому внимательно читайте состав на банке производителя, потому что очень важно взять без уксуса. Он придаст отвратительный вкус нашему блюду. Поэтому помните, лучший продукт только на вашем столе. А всем хочу сказать спасибо за просмотр, спасибо, что оставались со мной до конца. Всем хорошего настроения и до скорой встречи. Я вас всех люблю.